Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем вот такую веселую чесночную семью. В мифологии чеснок является мощным оберегом и символом защиты. Пусть это будет приятным бонусом к нашей с вами работе. Нам понадобится хлопковый велюр натурального цвета. Состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Вырезаем круг диаметром 14 см. Сейчас мы сделаем чеснок меньшего размера. Для крупной головки чеснока нам необходимо будет вырезать круг диаметром 18 см. Подворачиваем край примерно на 7 мм. Закрепляем нить. Прошиваем по кругу. В крупной головке чеснока подворачиваем край примерно на 1 см. Заполняем наполнителем. Стягиваем, но не максимально. Расправляем складочки. Закрепляем нить. Теперь собираем на нить все складочки в верхней части. Вот теперь хорошенько стягиваем и фиксируем нить. Получилась форма капельки. Выделяем зубчики. Двигаемся не от верха, а от первого сделанного шва. Прокол в центре. Выводим иглу с противоположной стороны в месте первого шва. Когда нить заканчивается, закрепляем ее сверху, там, где это не будет заметно. Следующую также закрепляем. Выводим иглу на внешнюю сторону. Заканчиваем отделять зубчики. Делаем корневую систему. Используем мешковину или джутовый шнур.
Из эластичного трикотажа делаем голову. Вырезаем круг диаметром 5 см. Для крупной головки чеснока диаметр круга составит 6 см. Отмечаем и прошиваем глазки. Делаем углубление. Теперь самое интересное и увлекательное. Делаем шапочку из шерсти для валяния. Я использую шерсть мериноса. Также нам понадобится губка, а лучше щетка для валяния. И иглы для валяния номер 36, 38 и 40. Шерсть у меня в ленте. Отрываю небольшими кусочками, чтобы она немного спуталась. Придаю форму, равномерно распределяю и, используя самую грубую иглу номер 36, немного приваливаю шерсть на губке. Снимаю, укладываю и приваливаю к голове. Вначале у нас идет очень грубая работа – придание формы. Позже мы все выровняем и зашлифуем. Очень рекомендую использовать силиконовые или металлические наперстки, чтобы не пораниться. У лица шерсть пока не трогаем, краевую линию оформим чуть позже. Отдельно делаем верхнюю часть шапочки. Сваливаем что-то похожее на столбик. Нижнюю часть, за которую я держу шерсть, не трогаем. Соединяем обе части. Всю эту работу я делаю иглой номер 36. Это самая грубая игла, которая быстро сваливает шерсть. Сваливаем, выравниваем и выглаживаем поверхность. Здесь вам может пригодиться игла номер 38. Если есть необходимость или что-то получается не очень ровно, всегда можно добавить немного шерсти. Оформляем линию у лица. В верхней части шапочки сделаю углубление для листьев.
Добавлю тонкую вуаль-паутинку из шерсти и, используя более тонкие иглы, выровняю поверхность. Если вы думаете, что это сложно, я вас уверяю, все очень просто, интересно и быстро. Нарисую личико. Использую тонкие перманентные маркеры и акварельные карандаши. Для листьев возьму необыкновенно красивый микс зеленых оттенков. Принцип работы тот же. Смешиваем шерсть, придаем форму. Сваливаем, используя иглы номер 36 и 38. При желании можно добавить немного яркого цвета. Приваливаем листики к шапочке. Использую зубочистку, чтобы приклеить голову. Если зубочистка остается заметна, как в куколках большего размера, можно закрыть ее шерстью. Вот такие чудесные чесночные ребята у меня получились. Вы их также легко сможете повторить. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!